В 2005 году в немецкой коммуне Брисков-Финкенхерт, в которой проживает примерно 2500 человек, было раскрыто жуткое преступление. Виновницей оказалась скромная женщина средних лет. Из-за одной случайности ее тайна, которую она хранила более 10 лет, вмиг стала достоянием общественности. Сабина Хельшенс родилась 19 марта 1966 года в городе Франкфурт-на-Одере, в коммуне Брисков-Финкенхерт, на территории Бранденбурга. Она росла с двумя старшими сестрами. Мать была домохозяйкой и заботилась о детях, а отец работал на железной дороге. Родители Сабины были глубоко верующими людьми, и это играло важную роль в их жизни. Из-за большой разницы в возрасте с ее сестрами Сабина часто чувствовала себя единственным ребенком в семье. Отношения с родителями были сложными. Они не проявляли интереса к жизни дочери, и между ними даже не было настоящего общения, как позитивного, так и негативного. Любые конфликтные ситуации всегда игнорировались, а проблемы, вместо того, чтобы их решать, принимались как должное и замалчивались. Особенно тихо и скрытно вела себя мать Сабины. Она была готова стерпеть любые обиды и неудобства. По мнению женщины, никто из окружающих не должен был знать, что в семье есть какие-то проблемы. Необходимо было создавать безупречную картину. А если кто-то сомневался в их идиллии и озвучивал это, то такой человек сразу становился врагом. Как оказалось, родителям Сабины было что скрывать. Уже во взрослом возрасте она узнала семейную тайну. Средняя сестра на самом деле приходится ей племянницей. Старшая сестра забеременела очень рано, и чтобы избежать позора, семья решила это скрыть. После рождения девочки мать Сабины стала воспитывать ее как собственную дочь. Сабина была интеллектуально развитой девочкой, и у нее никогда не возникали проблемы в обучении. Она быстро схватывала информацию и легко адаптировалась. После окончания школы девушка хотела продолжить обучение в университете, и для этого были все возможности, но родители дали понять, что они против. Поэтому в 17 лет Сабина поступила в училище на помощника стоматолога. Ей не нравилась эта профессия, но у нее не было выбора. Сабину описывали как миниатюрную девушку с черными волосами и выразительными карими глазами. Она была довольно симпатичной, но очень скромной. Именно это привлекло внимание Оливера Хельшенса. Они познакомились на майском фестивале, где отдыхали с друзьями. На тот момент Оливеру было 20 лет. Он проходил базовую подготовку в армии. У пары быстро завязались романтические отношения, и они развивались настолько стремительно, что через несколько месяцев Сабина узнала о беременности. Оливер не был этому рад, но взял на себя ответственность, и пара стала жить вместе. Отношения возлюбленных повторяли модель поведения семьи Сабины. Как и ее отец, Оливер был сдержанным и молчаливым, но при этом очень трудолюбивым и целеустремленным. Сабина рядом с ним чувствовала себя защищенной, ведь в материальном плане она ни в чем не нуждалась, а вот морально была обделена. Не было никакой романтики и проявления нежности. Но девушка с детства привыкла, что ее потребности не замечают, и для нее это стало нормой. Она, как и мать, все держала в себе. Пара никогда не обсуждала свои чувства, мысли и страхи. Они говорили только по делу. Сабине едва исполнилось 18 лет, когда она родила дочь Стефани. Вскоре наступила вторая беременность, и в следующем году на свет появился сын, которого назвали Дэн. Незадолго до этого пара узаконила свои отношения, и вся семья переехала в трехкомнатную квартиру. Вопреки ожиданиям, она не стала теплым семейным гнездышком. Каждый день Сабина усердно занималась домашним хозяйством и воспитанием детей, в то время как Оливер трудился на работе. Девушка полностью посвящала себя семье и делала все, чтобы муж и дети были счастливы. Но Оливер, казалось, этого не замечал. Он принимал все как должное. К детям парень не проявлял особого интереса. Он совершенно не был готов к отцовству. Более того, он был зол и разочарован тем, как складывалась его жизнь, ведь у него были совсем другие планы. У Сабины семейная жизнь тоже не вызывала восторга, ведь она представляла все совсем по-другому, но никогда этого не озвучивала и все больше погружалась в чувство одиночества. Вскоре после рождения сына Сабина забеременела в 3-й раз и безумно боялась сказать об этом Оливеру. Он ясно дал понять, что больше не хочет детей, и заставил жену принимать противозачаточные таблетки. В те годы любая женская контрацепция несла серьезную опасность для их организма. Гормональные средства были слишком сильными, поэтому с первых дней приема возникали сильные побочные эффекты.
от головной боли и тошноты до онкологических заболеваний. Многие мужчины перекладывали ответственность за предохранение на женщин. Они не понимали всей серьезности последствий использования внутриматочных спиралей или приема таблеток и считали, что жены просто преувеличивают и не хотят терпеть легкий дискомфорт. При этом сами мужчины отказывались использовать презервативы. Из-за этого в 80-х годах в Германии возросло количество незапланированных беременностей, а прерывание запретили на законодательном уровне. Добиться разрешения на процедуру было крайне сложно, поэтому те, кто имел финансовую возможность, ездили в другие страны, где законы были более лояльны, а другие либо оставляли ребенка, либо прибегали к решению проблемы незаконным методом. С первых дней Сабина стала ощущать сильные побочные действия от противозачаточных таблеток, поэтому вскоре решила прекратить прием, но Оливеру она ничего не сказала. Она планировала обратиться к врачу, чтобы тот предложил другой метод предохранения, но не успела. Когда Сабина поняла, что снова в положении, она решила просто молчать и даже сама себя убеждала в том, что нет никакой беременности. Но когда живот стал округляться, Оливер это заметил и вышел из себя. Во время ссоры он даже поднял руку на жену. С этого момента и без того несчастливые отношения супругов начали ухудшаться. В 1986 году Сабина родила мальчика, которого назвали Иво. Оливер пригрозил жене, что если она еще раз забеременеет, то он от нее уйдет. Парень снова переложил всю ответственность за контрацепцию на жену, вместо того, чтобы самостоятельно позаботиться о данном вопросе. Он думал, что Сабина возобновит прием противозачаточных таблеток, но она этого так и не сделала. 21-летняя Сабина становилась все более несчастной. Она была полностью погружена в домашние дела и заботу о 3 детях. От мужа не было никакой помощи. Он только угрожал, что уйдет, и регулярно поднимал на нее руку. Чтобы справиться со стрессом, Сабина стала искать утешение в алкоголе. Сначала она делала это изредка, тайком на кухне, пока дети играли в комнате, а муж сидел перед телевизором. Но вскоре проблема усугубилась, и девушка не могла прожить и дня без выпивки. Прошел год, и Сабина снова забеременела, но по ее словам она узнала об этом только на 7-м месяце. Живот был едва заметным и выглядел так, будто у девушки просто лишний вес. Она действительно поправилась после 3 родов, поэтому даже сама не сразу осознала истинную причину изменения фигуры. Сабина решила скрывать свое положение до последнего, но не знала, что будет делать потом. Однажды ночью в 1988 году она проснулась от сильного позыва в туалет. Все происходило так быстро, что она даже не успела понять, что на самом деле происходит. Она сидела на унитазе, когда из нее что-то выпало. Это был полностью доношенный плод. Девушка завернула его в полотенце и положила на диван в гостиной, а затем взяла бутылку крепкого напитка, осушила ее до дна и уснула. Сабина проснулась ранним утром на балконе. Дети и Оливер еще спали. Сабина вспомнила про сверток, оставленный на диване в гостиной. Она пошла посмотреть, но его там не было. Девушку охватила паника, и в голове крутилась мысль: неужели Оливер его нашел? Она вернулась на балкон и огляделась. Там стоял старый аквариум, в котором она выращивала цветы. Земля в нем была перекопана, и часть высыпана на пол. Приглядевшись, Сабина увидела тот самый сверток. Чтобы никто его не нашел, она хорошо присыпала его землей и подмела пол. Затем девушка прибралась в туалете и легла спать. Ей было страшно, что кто-то узнает о ее поступке. Чтобы как-то заглушить угрызение совести, Сабина каждый раз тянулась к бутылке. Оливер, казалось, ничего не заметил, ни изменений в фигуре жены, ни в ее поведении. Позже на допросе он скажет, что совершенно не знал о беременностях. Он думал, что жена просто поправляется, а затем худеет. Прошло 3 года. После падения Берлинской стены все переживали кризис, и семья Хильшенс не исключение. Оливер брался за любую работу, чтобы прокормить семью, и в конечном итоге стал мастером по реставрации напольного покрытия. Это была довольно прибыльная профессия. Сабина тоже не сидела сложа руки. Она устроилась в компанию по продаже стоматологического оборудования. Ей предложили хорошую должность с достойной заработной платой, чему Сабина была безумно рада. В тот период девушка снова забеременела, и поскольку в этот раз она все время находилась среди людей, ей пришлось тщательно скрывать округлившийся живот. Он снова не был очень большим, но все же заметным. Начальница Сабины спросила о ее положении, но девушка все отрицала и говорила, что просто поправилась.
Сабина была на 9-м месяце, когда ее и несколько коллег отправили в город Гослар для прохождения 2-дневного обучения. Девушек разместили в отеле, Сабине достался отдельный номер. Во вторую ночь она проснулась от схваток и к утру родила. Перед началом занятий в комнату Сабины вошла коллега, чтобы поторопить ее, но девушка сослалась на плохое самочувствие из-за сильной менструальной боли. Она сказала, что не пойдет на занятия, попросила дать ей прокладку и обезболивающую таблетку. Весь день и ночь она провела в кровати с малышом, пряча его под одеялом. Следующим утром, когда пришло время уезжать, Сабина тщательно укутала свою кровинку и поместила в дорожную сумку. Ей предстояло возвращаться домой на машине подруги. Она боялась, что во время поездки из сумки раздастся плач, и все узнают ее секрет, поэтому она засунула ее в багажник, пока никто не видел. Дома не оказалось ни мужа, ни детей, поэтому Сабина достала сокровенный сверток из сумки и стала укачивать его на руках. От него не исходило никакого звука, но было заметно слабое дыхание, которое в какой-то момент внезапно остановилось. Девушка решила скрыть свою тайну таким же способом, как и год назад. Только в этот раз она использовала детскую пластиковую ванну. Через несколько дней Сабина вышла на работу. Начальница заметила, что ее живот уменьшился, и задала логичный вопрос. Но девушка ответила, что она просто похудела. В период с 1992 по 1998 год Сабина родила еще 7 детей. Каждый год на ее балконе появлялся новый цветочный горшок, в который она тщательно зарывала свой жуткий секрет. Тот период для девушки был словно в тумане. Она очень много пила, чтобы избавиться от мрачных мыслей. Соседи часто видели, как девушка бродила по подъезду в нетрезвом состоянии и слышали, как она разговаривала сама с собой на балконе. Оливеру очень не нравилось поведение жены, поэтому он часто воспитывал ее кулаками. А в 2001 году все-таки решил подать на развод. Детей он забрал с собой. Как бы ни было трудно Сабине, она поддержала это решение, ведь понимала, что сама не сможет содержать сыновей и дочь. Из-за пагубной привычки ей не удавалось долго продержаться на одной работе. За 3 года она сменила 12 мест. После развода Сабина начала встречаться с разными мужчинами, но остепенилась только после того, как забеременела от одного из них. Его звали Ян. Он сильно удивился, когда узнал, что станет отцом, ведь Сабина говорила, что у нее стоит внутриматочная спираль, хотя это было неправда. Ян заверил свою возлюбленную, что всегда будет рядом с ней и ребенком, поэтому женщина впервые за 10 лет обратилась к гинекологу и стала на учет. Все эти годы она боялась врачей, ведь считала, что они могут узнать, сколько раз на самом деле она рожала, и будут спрашивать, где другие дети. Но после первого же похода в больницу она успокоилась и поняла, что ее страхи были беспочвенны. К сожалению, даже во время беременности Сабина не могла противостоять своей пагубной привычке. Из-за этого между ней и Яном часто возникали конфликты, и вскоре он решил завершить эти отношения. В 2002 году Сабина родила девочку и назвала ее Элизабет. Она по-прежнему жила в доме, который когда-то делила с мужем Оливером и 3 детьми. Оставшись одна, без работы и с младенцем на руках, она перестала платить за квартиру. На пропитание денег тоже не было, и ей приходилось воровать еду в магазине. В середине 2003 года Сабину выселили из квартиры. Она вернулась в Брискоу-Фингенхерт и поселилась в доме матери. Она забрала с собой все емкости, в которых выращивала цветы, и спрятала их в сарае. Смена обстановки пошла Сабине на пользу. Она успешно боролась со своей зависимостью и по-настоящему наслаждалась материнством. Примерно через 2 года Сабина познакомилась с новым мужчиной. У них завязались отношения, и вскоре они стали жить вместе. У мужчины была собственная квартира, в которой новая семья стала вить свое гнездышко. Сабина впервые в жизни была счастлива. Она даже почти не вспоминала о своих цветочных горшках, но счастье продлилось недолго. Наступило лето 2005 года. Мать Сабины решила устроить уборку в доме и во дворе. Ее очень раздражали большие емкости с землей, которые дочь оставила в сарае. Цветы в них давно не росли. Но поскольку емкости были довольно тяжелыми, женщина попросила своего внука о помощи. Парень попытался перетащить одну из емкостей, но та перевернулась. На траву высыпалась земля и кости. Поборов панику, парень вызвал полицию. 1 августа офицеры и судмедэксперт приехали к дому и стали осматривать емкости, заполненные землей. В каждой из них обнаружили останки. Экспертиза установила, что они принадлежат новорожденным.
Всего их было 9, 2 мальчика и 7 девочек. Все они были доношены и здоровы, но выяснить причину кончины каждого из них не удалось из-за сильного разложения. Владелица дома была шокирована этой находкой. Она сказала полиции, что емкости привезла ее дочь Сабина, которая жила здесь несколько лет назад. Женщину разыскали и задержали в тот же день. На допросе Сабина призналась, что является матерью найденных малышей, но утверждала, что не знает, как они уходили из жизни. Ее попросили вспомнить хоть какие-то детали, но она отказалась. По мнению прокурора, даже если малыши рождались нежизнеспособными, то в этом виновата мать, ведь ее пагубная привычка, от которой она не могла отказаться даже во время беременности, могла повлиять на развитие плода. Наиболее обсуждаемым стал случай с 5-ми родами в Госларе. Сторона обвинения утверждала, что Сабина могла куда-нибудь пристроить малыша, например, подкинуть его в больницу. И вряд ли бы ее кто-то нашел, ведь на следующий день она уехала из города. Но девушка решила поступить иначе, и именно эти действия привели к трагедии. В этом случае суд признал ее виновной и 1 июня 2006 года приговорил к 15 годам лишения свободы. За 8 других загубленных жизней она не понесла никакого наказания. Бывший муж Сабины, Оливер Хильшенс, присутствовал на первом судебном заседании в качестве свидетеля. Он утверждал, что не заметил ни одну из 9 беременностей жены. В свое оправдание он сказал, что из-за работы отсутствовал дома месяцами. Также он усомнился, что является отцом всех малышей. Из-за недостатка доказательств Оливеру не были выдвинуты обвинения. Останки малышей похоронили должным образом, но сделали это анонимно. Оливер отказался в этом участвовать. Время тюремного заключения Сабина решила провести с пользой. Она стала интересоваться психологией и начала изучать китайский язык. Несмотря на то, каким ужасным было ее преступление, в тюрьме никто не проявил к ней негатив. Спустя 10 лет Сабина подала ходатайство о досрочном освобождении. Суд учел ее примерное поведение, а также посчитал, что она не несет угрозу для окружающих. Женщина вышла на свободу в 2015 году в возрасте 49 лет. Вопреки ожиданию Сабины, семья от нее не отвернулась. Старшая дочь Стефани забрала мать из тюрьмы и поселила в своем доме. Сейчас Сабине 59 лет. Она ведет хоть и тихую, но вполне обычную жизнь. Старается чаще общаться с детьми и внуками. Конечно, ей приходится сталкиваться с осуждением, но все же многие люди выражают сочувствие, когда узнают историю ее жизни.